Пустыня Сахара Мапи. Одна из самых суровых и жестоких природных зон на планете. Ее огромные площади, экстремальные климатические условия и безжалостный ландшафт делают ее уникальной и опасной для любого, кто решится пересечь ее или построить что-либо на ее территории. И многим известно, что Сахара – самая крупная жаркая пустыня в мире, занимает около 9,2 миллиона квадратных километров. В миллион квадратных километров больше, чем вся территория США. Представьте, как трудно было бы пересечь ее или построить там железную дорогу. Это было бы практически невозможным. В 1880-х годах, спустя более века после начала колониальных амбиций европейских стран в Африке, возникла идея проложить железную дорогу через всю Сахару, соединяя Алжир с французским Суданом, современным Мали, а затем продолжая путь к богатым землям Западной Африки. Такой проект казался почти нереальным, и не все верили, что он осуществим. Но человек по имени Поль Флаттерс решил попробовать реализовать этот грандиозный замысел. Поль не был героем приключенческих фильмов. К 40 годам он уже был седым, со слабым телосложением и привычкой к тяжелой жизни в Алжире. Он был человеком с сильной волей, прямолинейным и упрямым, но страдал от хронической ишиаса и часто прибегал к морфину, чтобы облегчить боль. Его внутренний огонь был связан с любовью к пустыне, ее народам и торговым путям, и он искренне верил, что именно эта земля сможет стать ключом к расширению французской колониальной империи. Для Поль Сахара была не просто песками и жарой. Он провел там годы, изучая диалекты, географию и культуру местных народов. За это время у него сформировалось ощущение, что он знает эту землю лучше, чем кто-либо в Париже. И когда возникла возможность организовать разведку маршрута для железной дороги, Поль активно лоббировал свою кандидатуру. Он понимал, что это его шанс. Проект был амбициозным – проложить железную дорогу через одну из самых опасных и сложных природных зон. В течение десятилетий Франция интересовалась Сахарой, которая оставалась загадкой, символом овызом, мифов, караванных путей и связи с колониями на юге. Но до тех пор, пока не было достаточной политической воли или понимания, реализовать этот проект было невозможно. В основном причина заключалась в людях, туарегах, кочевых народах, проживавших в обширных районах пустыни. Туареги были для французов препятствием, но для Поль – потенциальными союзниками, если вести переговоры правильно. Он знал, что эти народности – гордые и территориальные, хорошо защищающие свою землю. Поль видел в них не только врагов, но и возможных партнеров. Он был уверен, что его знания помогут пройти через сложности. Французское руководство разделило маршрут на 3 направления – западное, центральное и восточное. Первые 2 маршрута были менее опасными, а восточный, проходящий через сердце туарегской территории, был самым рискованным. Поль настоял именно на этом маршруте, несмотря на опасности. Изначально он хотел привлечь 200 вооруженных солдат, но идея была отвергнута, поскольку исследователь и путешественник Генри Дювье считал, что более безопасно действовать тонко и с уважением к местным. Туареги, в отличие от французов, были воинами, защищавшими свою землю. Они не боялись конфликтов и сопротивлялись колонизаторам. В итоге экспедицию согласились провести с меньшей численностью, менее половины желаемого. Поль отправился в Алжир собирать команду. 25 января 1880 года группа отправилась из Константины, что на севере, и через 1600 километров достигла Уарглы. Это лишь часть пути. В состав входило около 12 европейцев, несколько алжирских солдат, местных камелоэров и гидов.
В феврале они отправились в пустыню, проходя через долины и руины древних римских поселений, уже находясь в сердце Сахары. Пустыня Протеон – это бескрайние пески, дюны и горизонты, уходящие за пределы видимости. Внутри температуры в районе Уарглы превышают 40 градусов Цельсия, а в глубине пустыни еще выше. В середине апреля экспедиция достигла границы области, где обнаружили сезонное озеро, редкое и исчезающее в другие времена года. Запасы воды и еды истощались, а местные жители проявляли враждебность. Поняв, что дальше идти опасно, Поль принял трудное решение повернуть назад. Отступление началось 21 апреля. Перед этим он дал важный приказ – бороться до последнего, чтобы остальные могли уйти. Это показывало, насколько ситуация была опасной. К счастью, туареги не атаковали. Возможно, они проявили сдержанность или стратегию, и французам удалось уйти без боев. Поль послал письмо вождю туарегов с обещанием вернуться зимой, чтобы попытаться наладить дипломатические отношения. Экспедиция вернулась в Уарглу 17 мая 1880 года, хотя и пострадавшая. Это было не полным провалом, но и не триумфом, как он ожидал. За опыт Поль получил сведения о маршрутах и о реке, которая могла бы стать частью железной дороги. Французское правительство сочло это достаточным для новой попытки, и Поль вновь приступил к подготовке. В ноябре 1880 года он возглавил новую экспедицию из более чем 90 человек – инженеров, офицеров, солдат, гидов и добровольцев. Их путь начался с осторожным оптимизмом, и 27 ноября они достигли оазиса, выбрав другой маршрут. В начале декабря, присоединившись к каравану, они попытались показать, что это мирная миссия. Однако местные племена предупредили – вход в туарегскую территорию опасен. Поль проигнорировал эти опасения, и к середине декабря экспедиция подошла к 150 километрам от крепости Инсаллах. Тогда он отправил послание вождю туарегов, но ответа не получил. Группа продолжила путь вдоль границ плато Тадемаит, проезжая мимо руин древних римских городов и приближаясь к границе Мали, около 1500 километров от исходной точки. 16 февраля 1881 года у источника воды Бир-эль-Гарама они остановились на отдых. Но судьба уже была предрешена. Туареги, подготовившие засаду, начали собираться. Перед выходом французов, по разведанным, враги уже знали об экспедиции и готовились к нападению. Вероятно, даже гиды тайно передавали сведения туарегам, чтобы предать своих. Когда французы подошли к источнику, их окружили вооруженные туареги. Разразился хаос. Некоторые пытались сбежать на верблюдах, но животные испугались и отказались двигаться. Вскоре, в результате внезапного нападения, Поль и руководители экспедиции были убиты, а около 30 верблюдов тоже. Не было даже попытки сопротивляться. Враг знал местность и преимущества. Группа, избежавшая гибели, смогла бежать, но лишь 10 из них удалось спаситься. Туареги забрали большинство верблюдов, около 250, и оставили погибать в пустыне остальных. Ужас этого нападения был не только в потерях, но и в страшных страданиях оставшихся. Вернувшись в базовый лагерь, выжившие не понимали, что произошло и какова ситуация. Звуки выстрелов и крики исчезали, и когда наконец стало ясно, что экспедиция потерпела крах, люди оказались в шоковом состоянии. Командир погиб, запасы разбросаны, и они остались в пустыне без ясного выхода. Потом у них появился шанс собраться. Начальником стал лейтенант Жозеф де Диано, который взял на себя руководство
56 оставшимися людьми, среди них было всего 4 французских офицера. У них было оружие, но верблюдов не осталось, и переносить грузы было почти невозможно. Чтобы не попасть в руки туарегов, они сжигали большую часть запасов, разделили еду и боеприпасы, а деньги распределили между собой. Сильнейшие взяли последние воды и начали идти на юг, преодолевая около 1500 километров через пустыню. Неудивительно, что очень скоро ситуация ухудшилась. Туареги, которые уже давно следили за группой, продолжали охотиться на животных и грабить их, держась на расстоянии и постоянно создавая ощущение опасности. Постепенно исчезали запасы еды и воды. К февралю 1881 года запасы почти закончились. Люди начали есть все, что находили, чтобы не умереть. Некоторые уходили в пустыню в надежде найти животных или воду, но ничего не было. Вскоре, уже почти умирая, они попали под новую атаку туарегов. Туареги предложили им молоко, мясо и фрукты по высоким ценам, что было похоже на шантаж. Тогда уже не было смысла думать о последствиях. Люди были так истощены, что даже не подумали отказаться. Вскоре выяснилось, что финики были пропитаны ядом, вызывающим галлюцинации, панические атаки и смерть. Те, кто их съел, начали сходить с ума, бежали в пустыню, кричали и умирали. Тем временем туареги атаковали еще раз. 3 гида, отказавшиеся есть ядовитые финики, были захвачены и обезглавлены. Одним из убитых был религиозный лидер, что произвело сильное впечатление и даже шокировало туарегов, свидетелей этого страшного зрелища. В панике оставшиеся бежали, пытаясь спастись. Некоторые из выживших, по мере того, как истощение усиливалось, начали подозревать друг друга в похищениях и тайных запасах. Постепенно дисциплина полностью исчезла, и люди начали умирать от голода и изнурения. Последним сопротивлялся сержант Жозеф Бобежен, но и он в конце концов погиб и был съеден. Что начиналось как смелая миссия, закончилось кошмаром предательства и борьбы за выживание. В итоге оставшиеся в живых стали полузамерзшими скелетами. 2 апреля 1881 года в город Уаргла случайно забрели 4 алжирских солдат. Другие участники были найдены позже. Кто-то ползком, кто-то без сознания, истощенные и раненые. Всего за несколько дней 4 и 6 апреля туда пришли еще 11 человек, рассказывая ужасные подробности о засадах, отравленных финиках, нападениях и безумии пустыни. К концу месяца, несмотря на все трудности, около дюжины человек смогли добраться до Уарглы, преодолев 1500 километров. Когда в Францию дошли новости о трагедии, реакция была мгновенной и яростной. СМИ запестрели заголовками, требующими наказания. Политики призывали к военной акции против туарегов и возобновлению колониальных попыток завоевать Сахару. Жестокость произошедшего потрясла страну, привыкшую считать свои колониальные кампании благородными делами цивилизации. Но со временем интерес угас, и потеря Поль показала, насколько мало Франция знала о регионе и насколько плохо была подготовлена к его контролю. Планы по строительству железной дороги были заморожены, а дальнейшие экспедиции отложены на долгое время. Прошло почти 20 лет, прежде чем Франция вновь попыталась активизировать колониальную политику в этом регионе. Внутри страны началась дискуссия о причинах провала, и наиболее заметной фигурой стал Генри Дювье, сторонник мягкого подхода и дипломатии. Его романтизированное представление о туарегах как о мирных и благородных людях оказалось ошибочным. В итоге его идеи были отвергнуты, а его имя стало символом наивности и недооценки. В 1892 году он покинул этот мир, по одной из версий, из-за чувства вины за ошибочные решения.
Остатки экспедиции остались в виде писем и скромных свидетельств тех, кто уцелел. Эти письма стали одними из немногих источников информации о Центральной Сахаре, доступных французам на десятилетия. Этот поход стал уроком, показывающим опасность недооценки народов и условий, а также важность понимания региона. Он стал символом колониальной неудачи, которая не могла быть превращена в триумф. Если вы досмотрели до этого, спасибо за внимание. Если у вас есть идеи для новых историй или хотите оставить комментарий, делайте это. А чтобы поддержать канал, подписывайтесь и пишите комментарий. Благодарю за просмотр и надеюсь увидеть вас в следующем видео.